Здравствуйте, меня зовут Виталий Микрюков, и в этом видео мы с вами посмотрим на 15 ужасных результатов удаления тату. Внимание! Это видео не для слабонервных. Здесь будет представлены не самые приятные фото результатов удаления тату. Если вы сейчас кушаете или собираетесь пойти перекусить, лучше это видео поставить на просмотр потом. И еще важный момент. Это не инструкция к действию, это не хвастовство результатами, это демонстрация того, как быть не должно, как вредят людям, как разрушают кожу и какие после этого бывают последствия. Даже самый профессиональный лазер, даже самый профессиональный инструмент в руках некомпетентных специалистов может нанести вред и оставить после себя иногда непоправимые изменения в виде рубцов и шрамов, с которыми трудно что-то сделать. Итак, фото номер 1. Это фото из Инстаграма. Девочка показывает свою татуировку после второго сеанса удаления тату и спрашивает, так ли должно быть, все ли нормально. На видео, на этом фото вы видите большой-большой волдырь, который возвышается над поверхностью кожи. Это достаточно серьезное осложнение, это ожог второй степени. На этой серии фотографий вы видите динамику до, состояние кожи и татуировки на шее до, через несколько дней после удаления тату, когда есть явное гнойное воспаление, еще через несколько дней, когда вы видите уже сформированные корки и заживление под струпом, и финальный результат. Как видите, розовая кожа на местах удаления тату, под ней удалился пигмент, но эта розовая кожа превратится в итоге в белый след, в белый рубец с измененной поверхностью. Это рубцы, это шрамы, оставшиеся на коже, которые полностью точно будут повторять по форме татуировку и ничем не будут сильно отличаться от тату, просто будут иметь более светлый цвет. На этом фото вы можете увидеть места, где произошли как раз перегревы, где произошло избыточное повреждение кожи. Там сформировались рубцы на этой чудесной птице. При этом сама тату до конца не удалилась, и дальнейшее удаление пигмента будет достаточно затруднено, особенно в местах, где сформировались рубцы. Рубцы, к сожалению, уже останутся, шрамы будут видны, и вот такой плачевный результат. На этом фото на самом деле избыточные повреждения. Даже не знаю, как подобрать правильные слова. То есть здесь прямо даже видно лопнувшие пузыри с кровавым содержимым, с сукровичным содержимым. И это уже, правда, очень сильное воздействие, избыточное воздействие лазером. Такого быть не должно. Кровопускание при помощи лазера – это не самая лучшая идея, не самый лучший результат. На этом фото вы видите, опять же, прекрасные волдыри, в кавычках прекрасные, на каждой букве. Это связано с тем, что пигмента явно было очень много. Кожа, это, насколько я могу судить, это предплечье, и кожа там достаточно тонкая, пигмента много, и, скорее всего, на первом сеансе немножко поднажали, добавили мощности, хотели побыстрее удалить. Вот что получается. Часть из этих ожогов может зажить без рубца, но очень великие риски оставить шрамы в виде вот этих самых символов и знаков. Про эту татуировку и про эту фотографию могу немножко даже рассказать. Начал ее удалять один из наших слушателей, удалял грамотно, не травматично, без всяких повреждений, но пациент поехал в другой город, то ли командировка, то ли по каким-то делам, и решил продолжить удаление, чтобы не терять время и не пропускать сеанс. Пошел к кому-то из местных специалистов, в кавычках, и вот что ему сделали. На самом деле здесь можно, по фото, здесь можно выковыривать пигмент прямо с зубочисткой или каким-то другим инструментом. То есть полное разрушение, тотальное разрушение кожи, и здесь однозначно останется серьезный шрам, потому что подвижная кожа в этом месте, и будет сформирован, возможно, даже какой-то грубый рубец. Татуировка будет уже в виде шрама и рубца напоминать о себе своему владельцу долгие годы и всю жизнь. Особенно мне не нравятся такие повреждения, когда
удаляют травматичные татуировки девушкам. То есть вот, например, здесь на стопе явно видны оставшиеся шрамы после очень травматичного удаления. То есть вместо того, чтобы очистить кожу и оставить ее нетронутой, останется точный отпечаток татуировки, орнаментов вот этой татуировки на коже. И их уже никуда не деть. Поэтому особенное внимание я бы попросил обратить девушек, которые хотят удалить себе татуировки. Надписи, какие-то мелкие значки, символы и так далее. Пожалуйста, очень тщательно выбирайте специалистов, иначе вы поменяете свою татуировку на достаточно сильно выраженный рубец, который останется с вами на всю жизнь. Обычно эти татуировки у вас делаются на видных местах, это запястья, стопы, да, и вы получите там шрамы, рубцы, если будете удалять не у грамотного специалиста. На этом фото прекрасно все. Чайник и плита на заднем фоне на самом деле являются добавляют особый шарм фотографии. То есть они являются символом того, что сделали с татуировкой. Ее очень сильно обожгли, очень сильно перегрели и сформировались вот такие волдыри на плече. Опять же, часть из них может зажить без рубцов, но какой-то процент из них обязательно сформирует шрамы. На этой фотографии, ее мне прислали, если я ничего не путаю, из Петербурга, бантик на спине у девушки. Насколько я знаю по истории, девушка попала еще из-за повышения еще температуры, попала в ожоговое отделение после того, как ей таким образом удаляли татуировку. Соответственно, избежать рубцов вряд ли удастся в данном случае. Поэтому, пожалуйста, очень внимательно относитесь к тому, куда вы идете, к кому вы обращаетесь за удалением тату. Лазер сам по себе ни в чем не виноват. Виноват тот, кто его неправильно использует. Про эту татуировку тоже могу рассказать. Этот молодой человек писал мне, консультировался, хотел удалить тату, а потом присылает следующую фотографию, которую вы тоже видите. И говорит, я сходил к местным мастерам в Китае, и они мне вот так удалили. Это нормально? Ну, в целом, не очень нормально. То есть, это тоже перегрев, это избыточная травма. И сами китайские мастера на китайских лазерах далеко не всегда владеют правильным методом удаления и могут оставить кожу без повреждений. В основном, конечно, те, кто удаляют в Китае, делают это травматично, с ожогами и с ранами. Если вы досмотрели до этого момента, вы мастер тату, татуажа или косметолог, и вы не хотите повторять то, что вы сейчас видите, хотите, чтобы у ваших пациентов была целая кожа, то скачивайте по ссылке «Приятный бонус», интересуйтесь, что там, и смотрите дальше наше видео. Это фотография пациентки из нашего города. Ей для перекрытия хотели осветлить татуировку, но в итоге вы видите результат где-то через 5-7 дней, когда волдыри ушли, и осталась вот такая уже поверхность, покрытая струпом. Она потом, кожа зажила, но остался яркий, хороший рубец на поверхности. Я эту пациентку недавно видел, и она уже перекрыла частично свои рубцы и шрамы при помощи другой татуировки, потому что уже не было другого выхода. Оставить так, это было не эстетично, и ей это совершенно, конечно, не нравилось. Поэтому она уже перекрыла это другой татуировкой. Это тоже, конечно, выход, но лучше не допускать таких повреждений. Отличная фотография симпатичного янтарного цвета волдыри, большого размера. Что здесь произошло? Здесь простое сочетание факторов. Скорее всего, была завышена мощность, татуировка относительно, скорее всего, свежая и насыщенная черного цвета, и хотели бахнуть посильнее. Вот сочетание этих факторов приводит к той картинке, которую вы сейчас видите. Заживление будет достаточно долгим, мучительным и, возможно, оставит после себя серьезные рубцы. А на этом фото вы видите уже последствия, то есть то, что остается после избыточной травматизации, после повреждений при лазерном удалении. Это рубцы на коже. У многих ассоциация с рубцами совершенно странная и разная, да? Но здесь четко видно нарушение цвета, нарушение фактуры и прям конкретно ярко видно область рубцовых изменений. К сожалению, с этим уже сделать ничего нельзя. И тату в итоге не удалили, и рубец получили. Здесь также травматизация, тоже большое количество волдырей. При этом татуировка далеко не самая насыщенная, не самая черная, но тем не менее даже здесь умудрились получить ожоги
и волдыри. Скорее всего, здесь было даже, наверное, несколько перекрытий. И вот еще раз девушкам, у которых есть маленькие симпатичные татуировки, различные листики, перышки, ласточки, надписи, пожалуйста, отнеситесь очень внимательно. Вы делаете их обычно на очень тонкой коже, и это очень рискованные места для формирования ожогов, а впоследствии рубцов. Поэтому, пожалуйста, не повторяйте ошибок и позаботьтесь о безопасном и нетравматичном удалении. Ну что, отлично. Вы посмотрели ужасы после удаления тату. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, чтобы увидеть оповещения о новых видео. Поделитесь в соцсетях и следите за нашими новыми видео.